Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні у нас 24 листопада, неділя, пряма трансляція. І, звісно ж, будемо говорити про все, що відбувається в Сполучених Штатах Америки і як це безпосередньо впливає на Україну. А впливає воно дуже і дуже серйозно. Вітаю нашу гостю. Це є Олександра Філіпенко, політолог зі Сполучених Штатів Америки і американістка. Александра, здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Александр, в последний раз мы с вами разговаривали где-то день или два после победы Трампа. И тогда был холодный душ. Мы с вами, вернее, я вас спрашивал, а вы отвечали, что ждать, где ждать, как ждать. Но вот сейчас уже 20 дней, как известно, что Трамп следующий президент Соединенных Штатов Америки. Но 20 января только будет инаугурация, а уже есть какие-то его решения, но они должны еще будут проголосовано в Сенате. И вот генпрокурор отказался, потому что тот, кто претендовал, да, на должность генпрокурора, отказался. Хотела бы вас спросить, вот за эти 20 дней вы уже себе срисовали какую-то картину поведения Трампа? Это тот же прежний старый Трамп или он немножко поменялся? Потому что если даже вспоминать его риторику до выборов, да, 24 часа я набираю Путина, я набираю Зеленского, парни, садимся, все договариваемся. Сейчас уже не так. Значительно все изменилось. Как часто это бывает, все-таки предвыборная риторика и риторика после победы или после проигрыша значительно отличаются. Ну и сейчас мы видим, как отличается Дональд Трамп от того кандидата в президенты Дональда Трампа. Если говорить об отличиях, самых явных отличиях в том, как он действует в первые дни своей администрации, точнее, после своей победы, в отличие от того, как он действовал в первые дни после победы в 2016 году, он очень быстро формирует администрацию. Он очень быстро формирует тот список людей, которые, как он хотел бы, должны работать вместе с ним в Белом доме или рядом с ним в разных министерствах. Дело в том, что большую часть из них должны еще утвердить в Сенате. Сенат должен проголосовать. И ровно то, о чем вы говорили. Мэтт Гейтс довольно-таки скандальный сенатор, и нужно сказать, ровно тот человек, который стоял за сначала снятием руководителя Палаты представителей и потом за тем, что законопроект помощи Украине полгода лежал просто на полке и не рассматривался. Вот этот человек, Мэтт Гейтс, который действительно очень много высказывался и по Украине, и вообще много говорил. Казалось, что он будет таким очень негативным персонажем в администрации Дональда Трампа, а выясняется, что его вовсе не будет. Но он сам отозвал свою кандидатуру, потому что, несмотря на все лоббирование с разных сторон, выяснилось, что даже несмотря на то, что сенаторов 53, то есть большинство сенаторов будет республиканцами, они голосовать за этого человека не собираются. И поэтому есть еще ряд лиц, несмотря на то, что Трамп очень быстро предложил разные кандидатуры, есть еще ряд лиц, которые не факт, что будут утверждены республиканским сенатом. Это нам напоминает о том, что все-таки Дональд Трамп не равняется республиканская партия, а республиканская партия не равняется Дональд Трамп. Это тоже стоит нам всем помнить. Но и сейчас мы видим, как быстро действует Дональд Трамп. В прошлый раз он целый год формировал администрацию. Там люди менялись, приходили, уходили, не могли их утвердить и так далее. Сейчас он действует гораздо более решительно, гораздо более быстро, но и, тем не менее, есть и скандальные некоторые лица в этой администрации, потенциальные лица в администрации. Ну, конечно, в первую очередь про Илона Маска сразу вспоминается и о том, какая таинственная будет у него роль, пока еще совершенно не ясно, чем именно и как именно он будет заниматься в администрации Дональда Трампа. Сейчас только известно, что он подкаст свой заведет и будет рассказывать, как он эффективно сокращает траты государственного бюджета. Но неизвестно, как действительно это все будет происходить. И при этом, при всем этом фейерверке разных номинаций, при всем этом хаосе некотором, действительно, который сейчас происходит, и споры внутри идут, и очень много информации о том, как между собой спорят разные люди рядом с Дональдом Трампом. Там есть несколько, ну, я бы сказала, столпов.
инсайдеров вашингтонских, настоящих инсайдеров, людей, которые давно работают в Вашингтоне, давно работают работали и в Белом доме тоже, работали в Конгрессе, а я имею в виду в первую очередь госсекретаря и советника по национальной безопасности. Собственно, те люди, которые нас больше всего интересуют, потому что они отвечают за внешнюю политику. Потому что давайте вот представим, даже если был тот самый скандальный кандидат в генпрокуроры США, который отозвал свою кандидатуру из-за разных секс-скандалов с ним связанных, даже если был он бы не занимался внешней политикой. Что бы он ни говорил про Украину, как бы он ни высказывался относительно внешней политики США, он за эту внешнюю политику не отвечает. Что касается тех людей, которые реально отвечают за внешнюю политику, это люди профессиональные, высокопрофессиональные. Это Марко Рубио, госсекретарь США, и его утверждение в Конгрессе, я думаю, пройдет самым легким образом, потому что он долгое время, он был и в Палате представителей, в Сенате, и он известный очень конгрессмен, уважаемый. Вообще его видели как потенциальное лицо республиканской партии, потенциального кандидата в президенты от республиканской партии, но, скажем, от старой доброй республиканской партии, не трампизма. И Майк Уолтс, это советник по национальной безопасности, чья жена работала в администрации Трампа. Он работал и в Пентагоне, и в Белом доме Джорджа Буша-младшего. То есть это человек, который понимает Вашингтон и понимает, что такое внешняя политика. Поэтому удивительно в команде Трампа получается, что с одной стороны есть такой хаос, есть такая неразбериха, быстро он действует, быстро предлагает какие-то кандидатуры, но при этом есть вот несколько во внешней политике, есть несколько очень отличающихся от всех остальных людей, которые будут продвигать свою повестку. Вот у них есть своя собственная повестка, которая вырабатывалась годами, и они будут ее продвигать. Они не будут просто лоялистами Дональда Трампа, но большинство во внутренней политике, большинство это все-таки люди, которые просто будут следовать за Трампом, не продвигать свою повестку, а только исполнять то, что говорит Дональд Трамп. Ну вот об этом я и хочу тоже поговорить. Александра, на минутку-полторы вспомню о Маске. Мне кажется, что больше о нем вспоминать и не нужно. Но все же видим, что 20 января инаугурация, еще нет назначений. Да, нужно голосовать, назначать. Но Маск уже сделал и с послом Ирана встречался. И присутствие было его, говорят, в разговоре Зеленского и Трампа. Вот как вы считаете, Трамп же, мне так кажется, что через месяц, полтора, полгода он надоест Трампу, потому что, Трамп это тот человек, который, я первая скрипка, я всем руковожу. Но Маск тоже такой, да, Маск тоже хочет всегда быть первым номером. И как они должны существовать вместе? Вот вы просто настолько в точку попали, что это ровно то, о чем сейчас пишет самая главная политическая американская пресса. И Вашингтон-Пост, и Wall Street Journal, то есть и либеральные, и консервативные издания, они все задаются вопросом, как долго хватит Илона Маска в администрации Трампа, и насколько хватит Трампу терпения вот этой активности, небывалой активности Илона Маска и его постоянного присутствия в публичном поле. Вот мы с вами 1,5 минуты про него говорим, а Дональду Трампу хотелось бы, чтобы только про него всегда все говорили. Ну и учитывая то, что Илон Маск все-таки сделал несколько ставок на людей, которых в итоге не утвердили. Кстати, он тоже продвигал Мэтта Гейтса, он тоже продвигал вот этого человека, который отказался, сам отозвал свою кандидатуру с должности генерального прокурора. Ну и плюс еще нескольких человек. Он продвигал другого госсекретаря, Трамп предложил не этого человека, он продвигал другого лидера республиканцев в Конгрессе. В итоге республиканцы проголосовали за другого человека, а тот, кого продвигал Илон Маск, на 3-м месте по количеству голосов, даже не на 2-м, на 3-м месте. Поэтому вот есть такое впечатление, что немножко усталость от Илона Маска присутствует. Плюс еще, он же, собственно, в чем его задача? Вот что он заявляет, что он будет делать вместе с Вивеком Рамасвами. Это тоже бизнесмен очень крупный, один из кандидатов в президенты от республиканской партии. Он снял свою кандидатуру на начальном довольно-таки этапе еще гонки. Вот что же они собираются делать? Сокращать траты государственного бюджета. Они считают, что ужасно раздутый государственный бюджет, там 6,5 триллионов долларов, и нужно 2 триллиона сократить.
Как можно сократить 2 триллиона долларов, это совершенно непонятно. Никто об этом не знает. И главное, что ведь траты государственного бюджета утверждаются не президентом, это не какой-то, ну, то есть они утверждаются на последнем, самом последнем этапе президентом, но они проходят через большое количество согласований. И согласование это и Министерство финансов, и комитеты, разные комитеты в Конгрессе, и в Нижней палате, в Палате представителей, в Верхней палате, в Сенате. То есть это большое количество разных людей, которые уже в разных интервью говорили о том, что они не согласны с Илоном Маском, они не видят, каким образом можно сократить даже часть того, что он предлагает. Ну и, соответственно, вот эта его бурная деятельность сейчас, возможно, ограничится просто таким рекламным проектом, скажем, для его компаний, многочисленных, потому что и Tesla, и SpaceX, и Twitter, все это принадлежит Илону Маску. И вообще там новые еще разработки, IT, новые технологии. Его компания будет участвовать в тендерах на 7 миллиардов долларов в самое ближайшее время. Вполне возможно, ему просто нужно сейчас быть рядом с государственным бюджетом, скажем так, для того, чтобы быть номером один, претендовать на разное финансирование государственное. И совершенно неизвестно, будет ли он заниматься правительственными делами в реальности, и насколько Трампа хватит, чтобы это все терпеть, потому что по сообщениям тех же статей, вот на которые я ссылаюсь, и Wall Street Journal, и Washington Post, они говорят о том, что Илон Маск просто поселился в Мар-а-Лаго, поселился в этом поместье Трампа, где сейчас проходят разные совещания и так далее. Он присутствует везде, он все время с Трампом везде ходит и везде ездит, и буквально он является как будто бы сам вице-президентом, а вовсе не будущий вице-президент Джей Ди Венс. Поэтому личность Илона Маска, возможно, уйдет немного в тень, ну, то есть в тень в политической жизни США. Илон Маск явно ни в какую тень уходить не собирается. Но в политической жизни США вполне возможно, что он и не сыграет такую огромную роль, которую он ожидает сейчас сыграть. Да, он, конечно же, вложил и собственные деньги, огромные деньги, миллионы долларов в кампанию Дональда Трампа. Он и сыграл очень важную роль в получении голосов в колеблющихся штатах, потому что вот та самая лотерея среди голосующих в колеблющихся штатах, которые он проводил, где каждый день люди получали по $1 миллион в этой лотерее. Нужно было только быть зарегистрированным избирателем обязательно. Ну, это все, конечно, сыграло очень важную роль. Это привлекло большое внимание и к Дональду Трампу, и к Илону Маску самому. Но все-таки такое впечатление создается, когда вот эта пыль вся, вот эта вот мишура, пыль, все это осаживается. Мы слышим голоса конгрессменов, которые реально отвечают за бюджет и которые не собираются Илона Маска слушать так уж внимательно. И мы видим, как далеко не все кандидатуры, кого поддерживает Илон Маск, утверждаются. Ну и, может быть, он действительно снова займется IT-технологиями, снова займется космосом, все-таки самый богатый человек. Марс, полеты на Марс, куда-то на Луну улетит, и все прочее. Вот это Илон Маск. Но что касается политики, это гораздо все сложнее. Ну, я так понял, Александр, вы имеете в виду, пусть он сделает какой-то большой красивый корабль, сам сядет и улетит, да, на Луну или куда-то. Александра, может и так. Кстати, я как раз хотел спросить, зачем Трампу Илон Маск, но вы уже рассказали, зачем он нужен. Я имею в виду до выборов, да, он влиял. Также хотел бы вас спросить о том, что пишет издание Bild, Германия, да, немецкое издание. И также Линдси Грэм об этом говорит, что якобы Зеленский может договориться на условиях, которые нужны Украине, о завершении этой войны с Трампом. Они говорят о чем? О том, что Украина это богатый, Линдси Грэм об этом говорит, республиканец, что Украина очень богатая страна, она житница Европы, она также имеет много ресурсов, и литий, и другие, и уран, и этим, как бизнесмена Трампа, можно заинтересовать. Насколько это реально, что Трамп тот человек, который даже такие вопросы будет решать только тогда, когда будет видеть, что есть для него какой-то зыск? Ну, это тоже не стоит исключать, этот вариант. И здесь совершенно верно указывают в этой статье Bild, что, например, Дональд Трамп известен тем, что, к примеру, сотрудники секретной службы, он их селил в Вашингтоне или в Нью-Йорке, или куда бы он ни ездил, обязательно в Трамп-отелях.
Объяснялось это тем, что это, просто Дональду Трампу самому удобно в своих собственных отелях останавливаться. Хотя очень часто предписано государственным бюджетом, вот там действительно пятизвездочные шикарные отели, можно любые выбирать, но Трамп выбирал только собственные отели. И, в общем, Бильд обращает внимание на то, что это связано с тем, что это прямая выгода компании Дональда Трампа, компаниям Дональда Трампа. И ведь антураж, то есть большое количество людей, которые путешествуют и с кандидатом в президенты, даже с бывшим президентом, даже когда Дональд Трамп просто был бывшим, то есть мне кажется, что Дональд Трамп никогда просто никем не был, но вот когда он был бывшим президентом США, даже таким образом государственный бюджет оплачивает обязательно машины, офисы для того, чтобы работал бывший президент, также секретную службу и офисных сотрудников, скажем так. Ну вот Дональд Трамп при этом их всех селил в своих Трамп-отелях для того, чтобы еще и государственные деньги шли, в общем, не только на людей, не только на оплату их зарплаты, но еще и на что-то, что Дональд Трамп может получить. Поэтому действительно он настоящий бизнесмен. В первую очередь он бизнесмен. В первую очередь его интересуют такие финансовые вопросы, и поэтому неудивительно, что и во время кампании он больше всего говорил про экономику. И тема, например, бурения сейчас, вот это лозунг, который немножко позабытый, это лозунг середины 2000-х годов, «Drill, baby, drill», то есть «бури, детка, бури», когда бурение, благодаря усилиям разных зеленых экоактивистов, запрещалось или ограничивалось на разных частях в разных штатах США, в том числе и на Аляске. Вот больше всего про Аляску говорят в этом смысле. И Дональд Трамп в первую свою администрацию, ну и сейчас собирается разморозить большое количество проектов, которые были приостановлены в связи с какой-то, ущербу планете. Вот в связи с этим, в связи с ущербом какой-то зеленой энергетики тоже в том числе. Вот Дональд Трамп категорически против выступает разных вложений в зеленую энергетику и говорит о том, что нужно использовать природные ресурсы. И, конечно, в связи с этим тут есть два момента. Первое. Дональд Трамп таким образом, даже не впрямую, а так аккуратно, не то чтобы подмигивая, а вот как раз грозя пальцем, скорее так, готов, как он сам выражается, залить американской нефтью нефтяной рынок и, соответственно, обрушить цены на нефть, и тогда бюджет России, который, конечно, хоть и перестроен полностью на военные рельсы и полностью обслуживает ВПК, и полностью на это заточен, но все-таки есть какие-то ограничения. Как бы ни старались сейчас все деятели финансовых структур и финансовых институтов государственных России, если бурение в США начнется таким активным образом, как того обещает Дональд Трамп, то тогда цены, естественным образом пойдут вниз, и естественным образом бюджет просто не будет сходиться, никак абсолютно. Вот это первое, о чем мы можем сказать. И второе, потенциальная прибыль. Вот здесь бурение, само собой, и потенциальная прибыль, что касается Украины. Много говорилось вообще про природные ресурсы. Много об этом говорилось еще с 2014 года, что почему Россия так хочет захватить побольше территории, потому что там находятся запасы, действительно настоящие запасы природных ресурсов, лишить Украину природных ресурсов, забрать себе побольше. И поэтому все эти рассказы про защиту и так далее, а в действительности интересы под землей находятся, а не на земле. И Дональд Трамп здесь, конечно же, тоже может увидеть очевидную выгоду. Есть еще и такой третий момент. Это, скажем, это не то, что очень интересует Дональда Трампа, но он понимает, что это то, как можно добиться большей независимости европейских стран. Ведь он много говорит о том, что нужно, чтобы Европа больше занималась собственной безопасностью, чтобы Европа больше на себя опиралась. Так вот, Европа может так опираться с помощью Украины в том числе. Не нужно все время смотреть на США, не нужно все время смотреть на ближневосточные страны в смысле природных ресурсов. Вот, пожалуйста, можно в первую очередь собственными ресурсами тоже обходиться.
Ну и поэтому для Дональда Трампа, конечно, это может быть тоже такой, ну, третий пункт, он минимально интересующий его, но, тем не менее, все-таки для того, чтобы добиться того, чего он хочет, чтобы США не вынуждены были Европе платить, давать деньги, вот можно не только себе выгоду получить, но можно также для европейских партнеров, пусть уже они там сами после этого всем занимаются. Вот это тоже может заинтересовать Дональда Трампа. Поэтому, конечно, финансовая выгода здесь просто естественно для Дональда Трампа, потому что он в первую очередь, конечно же, бизнесмен. И вот эта вся история с тем, как он, ну, можно сказать, использовал возможности государственного бюджета. Он никого не обманывал, когда селил сотрудников с офиса, которым оплачивали зарплаты, или сотрудников секретной службы в своих отелях. Он это никого не обманывал. Просто он вот таким образом использовал возможности. Но, конечно, это говорит, мне кажется, достаточно о многом. Александра, а скажи, пожалуйста, а есть ли в Трампа понятие философии, идеологии какой-то, да? Я к чему веду? Вот мы с вами сейчас вспоминали о том, что пишет Бильд, да, что вот так и так и так Украина может договориться с США о завершении войны на своих условиях. А здесь же Guardian пишет, что Трамп также, может быть, рассматривает, если Россия откажется от сотрудничества с Китаем, главным геополитическим соперником, может даже и врагом Соединенных Штатов Америки, тогда война окончится на каких-то условиях России. Так вот, у меня вопрос. Если в Трампа философия и идеология, что понимать, что такое добро, что такое зло, что не только деньгами можно все мерить, но и какими-то принципами справедливости. Вот то, что мы с вами видим, два абсолютно противоречивых сообщения, но это типичный Трамп. Вот с одной стороны информация здесь такая пройдет, а здесь вот такая пройдет. И тут же будем гадать, что же он будет делать, каким же образом будет действовать Дональд Трамп. Но мне кажется, что обратить внимание здесь, опять же, стоит вернуться к тем людям, которые занимаются внешней политикой, будут заниматься внешней политикой. Марко Рубио, госсекретарь США. И у меня странный, но это уже не то, что не конспирологическая теория, конечно, не то, что я гадаю как-то, но мне кажется, что я не уверена, точнее, я бы так сказала, я не уверена, что он долгое время продержится в администрации Дональда Трампа, потому что он все-таки слишком такой карьерный политик, и он действительно будет отстаивать свои взгляды и свои ценности. И это не очень приветствуется в команде Трампа, но явно Дональд Трамп его взял именно поэтому. Он его взял именно для решения сложных, тяжелых вопросов, именно для внешнеполитических вопросов. А кто такой Марко Рубио? Это сенатор, который вместе с Джоном Маккейном, большим другом Украины, он в 2014 году, в начале войны, он призывал к тем санкциям, которые мы увидели только в 2022-м, после полномасштабного вторжения. Он говорил об этом в 2014 году, его почти не слушали. Он был молодым конгрессменом. Он тратил свой политический капитал на это. Тут есть и личное отношение Марко Рубио вообще к тоталитарным режимам и к диктаторским режимам, к захватам и так далее, потому что его семья с Кубы, у него кубинские корни, и он очень определенным образом относится к диктатурам, к тоталитарным режимам и, соответственно, к Владимиру Путину, как к тоталитарному диктаторскому режиму. Поэтому его отношение абсолютно определенное. И то, что он может сейчас более так сдержанно, скажем, высказываться, это желание быть рядом с Дональдом Трампом, желание быть рядом с победителем, желание быть частью администрации, но при этом, очевидно, он и свою команду как госсекретарь, свою команду он составит из людей, которые его будут поддерживать. И он будет отстаивать свои позиции. Потому что, опять же, к началу нашего разговора и даже кандидат Трамп от победителя Трампа сильно отличается, ну и кандидат на пост госсекретаря от госсекретаря тоже отличается. Ну и, соответственно, Марко Рубио — это тот человек, у которого есть очень четкие представления о добре и зле, очень четкие представления о том, кто такой Владимир Путин, очень четкие представления о том, каким образом должна завершиться война и как нужно давать ответ диктаторам, тоталитарным режимам и тем, кто захватывает чужую территорию. Вот у внешнеполитического ведомства США абсолютно четкая в этом смысле позиция. Что касается Дональда Трампа,
Тут я бы предложила либо прочитать его книгу «Art of the Deal» «Искусство сделки», где он говорит о том, что у каждого своя правда. Нет правды универсальной. Вот у каждого есть своя правда. И тут, к сожалению, сразу вспоминается Такер Карлсон и его поездка к Владимиру Путину. И эти первые полчаса их многочасового интервью, первые полчаса, где Владимир Путин просто обрушил на Такера Карлсона вот эти полчаса кремлевской истории или кремлевские препарированные истории, абсолютно не имеющие отношения к реальности. И Такер Карлсон сидел и говорил, ну, может быть, вот что-то в этом есть. Вот у каждого своя правда, это абсолютная позиция Дональда Трампа. И в его книге «Искусство сделки» об этом говорится. И также можно посмотреть просто фильм «Apprentice», который недавно вышел, он очень четко, но он вообще основывается, этот фильм, и на книге «Искусство сделки», и на судебных процессах Трампа, разных судебных процессах Трампа, в том числе бракоразводный процесс с его первой женой Иваной Трамп. Там есть очень серьезная документальная основа. И там как раз очень хорошо показано, как Дональд Трамп, как бизнесмен, он считает, что у каждого своя правда. Вот нельзя, нет универсальных понятий о добре и зле. Но это Дональд Трамп, и есть его человек, которого он не случайно. Не может быть так. Столько лоббировали других кандидатов, гораздо менее лояльных Европе, гораздо тех, которых очень не рады были бы видеть в Брюсселе, очень не рады были бы видеть в Киеве. Но в итоге Трамп выбрал того, кто, в общем, как на мой взгляд, как мне кажется, скорее благоприятен и для Киева, и для Брюсселя. Кстати, что касается Североатлантического альянса, я тоже еще забыла об этом упомянуть. Марко Рубио – это тот сенатор, кто является соавтором закона, который в первую администрацию Трампа усложнил выход США из Североатлантического альянса. Марко Рубио сам, вот он один из авторов, их соавторов там много довольно-таки, а он один из соавторов этого закона, который сделал так, что президент не может так просто вывести страну из Североатлантического альянса, из НАТО. И поэтому это, мне кажется, о многом говорит. Но на морально-этические качества Дональда Трампа, я не уверена, что мы можем полностью опираться, зная его историю. Тем не менее, я предлагаю все-таки смотреть на людей, которые рядом с ним. Кстати, вот главный советник избранного от президента Трампа, зовут его Майк Раундс, говорит, что никаких переговоров вообще с Россией не может быть, потому что рано или поздно Россия опять-таки нападет. Но он говорит, опять-таки, что это его собственная мысль, да, и это не Трамп. Но о том, о чем и вы, Александр, говорите, что много разных людей, и главное, вот Марко Рубио, вы, спасибо, что так хорошо его описали и прояснили нам. Отдельно давайте не забывать тоже и о Джо Байдене, потому что 2 месяца еще осталось, но мне кажется, этот президент за последние 20 дней сделал больше, чем за 2,5 года. Вот я напомню нашим зрителям, да, 5 ноября стало известно, что Трамп будет президентом, 6 даже, да, и за эти 19 дней Атакамс есть разрешение. США дали разрешение на то, чтобы использовать Scalp, Storm Shadow в Британии и Франции, потому что там нужны карты от Соединенных Штатов Америки, есть деталей много от США. Также противопехотные мины, очень важная вещь, потому что Transparency International говорит, что, и я не помню, какая организация, что это не гуманно, но у нас в Украине здесь возникает вопрос, гуманно идти с оружием убивать, а вот останавливать этих людей это уже не гуманно. Мины тоже дали. Я к чему веду? Александра, и вот Нью-Йорк Таймс говорит, это уже какой-то для меня потолок заявлений, что якобы администрация Байдена рассматривает возвращение ядерного статуса Украине. Насколько это вообще уместно об этом говорить? Вот это, мне кажется, и это заявление также, и недавно опубликованное заявление, это и Bloomberg об этом говорили, и Нью-Йорк Таймс, если я не ошибаюсь, что Джо Байден готов был объявить официально о приглашении Украины в Североатлантический альянс. Но сейчас вроде бы как будто бы от этого отказались пока. Но вот что касается ядерного статуса, что касается Североатлантического альянса, вот это действительно те действия, которые мы все ожидаем
ожидали, ну или даже больше, чем мы ожидали от администрации Джо Байдена. И при этом это, кажется, является частью такого переговорного процесса. Переговорного процесса, который идет пока еще не за столом переговоров, но стороны отмечают то, какая карта этих переговоров, каким образом их позиции формируются. Вот, ну, Владимир Путин в свойственной себе манере, он атакует просто Украину ракетами, и атакует, и вот это орешник, и так далее, вот это все, и это его способ действовать исключительно, только убивать и убивать. А что касается американской стороны, вот у них есть такие предложения. И это явно точка начала переговоров. То есть, если вы не идете на какие-то компромиссы, мы совершаем вот следующие действия. Конечно, сейчас, на данный момент, сложно себе представить, что действительно такое произойдет, потому что про ядерный статус, ну, в даже самых смелых прогнозах как-то никто не решался это озвучить. Тем не менее, сейчас мы видим, что исходит от администрации Джо Байдена. И это исходит, я тоже хочу обратить внимание, и когда было объявлено об атакамсах, ну, точнее, когда в Нью-Йорк Таймс возникла эта статья, которая явно, информация пришла от Белого дома, это произошло после встречи на Большой Двадцатке, после встречи Байдена и Си Цзиньпиня. То есть Китай, судя по всему, прекрасно в курсе всех дел. Китай тоже является ядерной державой. Китай в ядерном клубе. Китай в Совбезе ООН. И, возможно, есть некоторые договоренности. Но даже если не договоренности, то молчаливое согласие со стороны Китая, во-первых, относительно атакамсов, потому что Китай, тут сходятся очень интересы США и Китая в плане участия северокорейских войск. И статья «Нью-Йорк Таймс», та самая статья, которая первая опубликовала информацию о разрешении использования атакамс, вот это в этой статье и говорилось больше всего о северокорейских войсках и о том, как это тревожит администрацию Байдена и как это не нравится, в том числе и китайской администрации. Ну вот, соответственно, здесь смыкаются интересы США и Китая. Китай тоже ядерная держава. Возможно, есть еще некоторые относительно ядерного статуса Украины. Возможно, Китай готов к расширению ядерного клуба. Ведь де юре вот есть 5 ядерных держав. Де-факто мы можем говорить о Пакистане, об Индии, можем задаваться вопросами относительно Израиля и так далее. Может быть, как раз учитывая ситуацию сейчас вообще в ООН и на Генассамблее ООН, особенно в Совбезе ООН, когда абсолютно ничего не могут они сделать, только выражать обеспокоенность. И для того, чтобы организация как-то жила дальше, нужно как-то прекратить эту ситуацию, когда вот эти 5 стран могут накладывать вето, и все. Ну вот здесь Россия, здесь США, с этой стороны Китай. Вот все, и никакого разрешения никогда не будет. Возможно, есть идея относительно расширения этого ядерного клуба. Может быть, можно говорить как раз и об Украине в этом смысле. Но тут возникает еще очень сложный вопрос относительно других стран, которые были частью Советского Союза. Вот это сразу возникают вопросы. И тут и Казахстан сразу возникает, тут и другие державы, которые достаточно сильные сейчас и независимые, которые могут на это претендовать. Вот это сразу дает очень много вопросов. Тем не менее, мне кажется, что это тема, которая будет обсуждаться, и тема, которая, как мне кажется, обсуждалась и с Китаем тоже. Ну и, соответственно, это такая точка начала переговоров. Это обозначение собственной позиции. Вот оно и приглашение в Североатлантический альянс, возможно, а может быть и ядерный статус для защиты, собственно, исключительно для защиты собственной территории. Ну вот это, как мне кажется, это все-таки такие обозначения позиций, чем то, что мы можем в ближайшее время увидеть. Ну, как минимум, мировой правопорядок разрушен, да, он не действует, и нужно все наново строить, и здесь как раз можно что-то предлагать и что-то продвигать. Легче, конечно, когда уже есть сталая какая-то система. Александра, последний вопрос. Вот Байден разошелся, мы говорим, да, в последние 20 дней, еще имеем 2 месяца, пусть расходится вовсю, очень пожелание есть такое, но есть ли культура, есть ли традиция следующего президента
отзывать решение предыдущего. Я к чему веду? Вот если решение убить атакамс, вот придет Трамп, и просто принципиально, что это демократы и Байден, сказать, нет, запрещаю. Ну, мы Трампа знаем, как мне кажется, как человека, который не скупится на громкие заявления и который не держит, как это сказать, где-то за пазухой какие-то свои мысли. И мне кажется, что если бы он собирался это сделать, он бы уже об этом сказал. Я в первый же день отменю это ужасное решение демократической администрации. Как он говорил о многом. А тут Трамп просто молчит. И это заявление было сделано после, и вот статья это была после встречи с Си Цзиньпинем, но еще до этого была встреча с Трампом у Джо Байдена. И они это обсуждали. И все мы гадали о том, что именно они обсуждали, как именно они говорили об Украине. Дональд Трамп никак не комментирует то, что сейчас происходит. Дональд Трамп никак это не комментирует. Обычно он делает очень серьезные громкие заявления. Конечно, любой приходящий президент может отменить решение предыдущего президента, если это принято решение, ну, скажем так, исполнительным указом президента, если это не какой-то закон, который проходил через Конгресс. Поэтому, что касается там дополнительной помощи, военной помощи, финансовой помощи Украине, это прошло через Конгресс, ну и, соответственно, это не будет никаким образом отзываться, вот это невозможно. Что касается разрешения использования дальнобойного оружия по военным объектам на территории России, вот это, конечно, Дональд Трамп может отменить. Но мы не слышим, что он собирается этого делать. Мы не слышим каких-то его заявлений на этот счет. Он назначает новых лиц в администрацию, он занимается этим. Он вот возникают вот эти варианты, что, ах, может быть, природные ресурсы, ах, может быть, если Россия откажется от сотрудничества с Китаем, может быть, Дональд Трамп пойдет на поводу России. Вот это все возникает. Но сам Дональд Трамп никаких заявлений не делает. И сам Дональд Трамп не говорит, что вот мой план таков, вот мой план, вот там демилитаризованная зона, мой план это отказ от вступления в Североатлантический альянс, мой план такой, такой, такой. Нет, мы этого не слышим. Это только разные отдельные слухи. И еще раз я все-таки, да, призываю нас обратиться к Марко Рубио, обратиться к человеку, который, ну, точно не случайно именно сейчас стал частью администрации Трампа. Неизвестно, насколько он задержится. Может быть, он закончит вот то все, что должен закончить, и, может быть, он покинет этот пост, поскольку вообще текучка в администрации Трампа – это то, что мы видели очень много в 2016-2020 году, в отличие от последовавшей администрации Джо Байдена, но, тем не менее, вот, конечно, он может отменить, но мне кажется, что Трамп не тот человек, который что-то скрывает и потом это только заявляет позже. Он обычно очень громко и яростно говорит о том, что ему не нравится, а тут он просто молчит. А может, Александр Трамп изменился, потому что вот тоже говорят, я уже не припоминаю, какое издание, что впечатления в Европе и чиновников и президентов последними контактами Трампа более позитивные, чем они ожидали, потому что якобы Трамп звонил и Олафу Шольцу, и Макрону, и другим лидерам Европы, и он не указывал, как действовать в отношении войны России и Украины, а спрашивал, а что там Украина, а как там? Я так понимаю, что он изучает ситуацию и рубить с плеча может и не будет. Вот многие говорят о том, что Трамп сейчас тотальный победитель, и ему важно, ему нужно достигать, все время чего-то достигать. Он всю жизнь достигал, он все время шел к чему-то. И даже в 2016 году ведь его победа была победой только в коллегии выборщиков. Большинство американцев проголосовали за Хиллари Клинтон. И то есть это такая не то, чтобы, такая немножко пирова победа, как будто бы была у Дональда Трампа. И, может быть, психологически он был чем-то недоволен. А сейчас он дважды президент США. Он и большинство голосов американцев получил, и большинство голосов выборщиков получил. Дальше уже некуда, дальше, просто некуда идти. И, соответственно, возможно, это и повлияло на то, как он теперь смотрит на политику. Вот он полный победитель, вот никто ему не указ, вот он замечательно все сделал, всех победил, самый лучший, самый замечательный на свете Дональд Трамп. И, может быть, это и влияет в том числе на то, какой он будет президент.
Это мы сможем только увидеть в будущем. Вот во внутренней политике я ожидаю серьезных достаточно изменений, и, возможно, действительно, вот этот консервативный американский поворот Дональд Трамп повлияет на него на 20-30 лет. Но во внутреннюю политику не будем вдаваться. Что касается внешней политики, нам это важно. И вот во внешней политике Дональд Трамп вполне возможно будет действовать гораздо более умеренно, гораздо более спокойно, гораздо более взвешенно, и глядя на союзников, глядя на партнеров США, больше не говорить о том, что вот, все, надо выйти из Североатлантического альянса и портить отношения со всеми, включая Канаду, уже, казалось бы, самого близкого партнера США. Соответственно, действительно кажется, по крайней мере, по отдельным сообщениям, кажется, что во внешней политике, именно во внешней политике, Дональд Трамп как-то свою позицию, так сказать, меняет в сторону большего благоприятствования партнерам и союзникам США. Александра, как всегда, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время и прояснили, объяснили, прекрасно разжевали мне и зрителям, что происходит в Соединенных Штатах Америки, в первую очередь, в внешней политике. Спасибо большое. Спасибо вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами була Олександра Філіпенко, американістка, політолог зі Сполучених Штатів Америки. Ви ж поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.